Автомобиль Lada Largus Cross 2018 года проехала 500 километров и сильно стало скрипеть у нее водительское сиденье. То есть скрипело оно при езде по кочкам, при разгоне, торможении, вот, и просто когда ерзаешь. Очень раздражающий звук такой был, неприятный, без музыки ехать невозможно, но поэтому я решил что-то сделать. Посмотрел ролики в ютубе, ну и вот один человек, первый попавшийся, писал, что надо снять вот сиденье, да, полозья, и тут прикрыто крепление пластмасской такой. Снять эту пластмасску, и под ней находятся 3 заклепки, почему-то заклепки, а не сварка, на которых сиденье крепится к полозьям. Он их смазал, у него перестало. Но тут эта штука снимается, там болтик под головку, под звездочку у меня не было, и я не стал его снимать. Другой человек писал, что он снял вот эту вот крутилку или вот эту вот, напихал под нее смазки силиконовой, какой-то там тоже типа солид, ну непонятно какой, короче, у него перестало. Вот. Другие люди вообще разбирали все это дело и все отдельно что-то смазывали, делали, но мне это все было некогда и неохота. Я, значит, начал с чего? Смазал крепление ремня, там, где у него крепится замочек, там такая шайбочка, и он может шевелиться. Туда пшикнул вот этой дрянью. Вот. Ну, аккуратно, чтобы не попасть на ткань. Потом полез под низ, насколько смог. И, значит, сейчас тут покажу. Здесь есть детали, которые смазаны заводской смазкой. Вот, допустим, сейчас на центр экрана выведу. Вот это место вот по центру экрана смазано, да. А скажем, вот сверху тут болт крепления не смазан. То есть я на него попшикал. Попшикал везде, где металлические детали соприкасаются. На начало вот этой пружины, на конец вот этой пружины. Там вот сейчас вот тоже по центру экрана сзади сиденья такая маленькая типа проволочка, пружинка. Тоже она в 2 паза таких вставляется. Там попшикал. Потом вот с другой стороны, ближе к двери, тоже видите, тоже еще одна пружинка. На начало и на конец этой пружинки побрызгал. Здесь еще большая пружина есть, тоже побрызгал. На начало, на конец этой пружинки. Потом даже вот где крепятся пластмассовые детали, сейчас на центр выведу, вот эта защелка, на нее пшикнул. Ну и везде, короче, где соприкасается. Ну и в итоге, значит, 2 дня прошло, полет нормальный. Так что если ничего не скрипит, все классно. Так что как заскрипит, так я напишу в комментариях, что заскрипело. Но пока что говорю, 2 дня нормально езжу.